Всем привет, с вами Павел, и сегодня мы поговорим о стейблкоинах, о том, что это такое, зачем это нужно и как этим пользоваться. Данный ролик будет исключительно практическим, направленным на новичков, кто только впервые столкнулся с понятием стейблкоинов и хочет научиться их использовать. Если вас интересует именно теоретическая часть, технологическая основа, инженерная мысль, лежащая в основе стейблкоинов, то в этом есть множество роликов на YouTube. Вы легко сможете их найти. Итак, что же за стейблкоины такие? Название стейблкоин означает, что стоимость этих токенов жестко привязана к какому-либо активу. Чаще всего к доллару США, то есть стоимость, привязанная к доллару стейблкоинов, всегда равна 1 доллар. В то время как курс других криптовалют к доллару может очень и очень сильно меняться. Стейблкоины, уже по названию, по смыслу можно догадаться, что их пытаются стабилизировать, чтобы их курс был равен 1 доллар. Для чего это нужно? Для удобства непосредственно расчетов, а не инвестиций и спекуляций, потому что нужно вам условно перевести человеку 1000 долларов. Вы переводите эту сумму в биткоинах, а за это время вышел какой-нибудь твит Маска или еще какая-нибудь фигня случилась, и курс биткоина упал. И человек получил в пересчете на доллары не 1000 долларов, а 900 долларов. И как-то он вам говорит, что извини, мне вот на ваш биткоин все эти инвестиции глубоко плевать. Мне нужно от тебя было получить 1000 долларов за определенную услугу, например. Я ее не получил. Где мои 1000 долларов? Я получил только 900. В случае со стейблкоинами мы отсылаем 1000 долларов, человек получает 1000 долларов, все довольны, нет проблем и нет вопросов. Для меня было проще всего понять, что такое стейблкоины, сравнив их с традиционными, уже привычными нам электронными платежными системами, такими как PayPal, WebMoney, Kiwi, Skrill и так далее и тому подобное. Можно сказать, что стейблкоины — это современная версия электронных платежных систем, более продвинутая, чуть более надежная и на данный момент уже более распространенная. Какие бывают стейблкоины? Стейблкоинов на самом деле очень и очень много, но основные вы можете найти на сайте coinmarketcap.com. Это топ криптовалют по капитализации. И здесь мы видим наш биткоин, эфириум и так далее. А разная цена, вот биткоин там 40 тысяч, эфириум 2800. И среди этих гигантов мы видим монетки, стоимость которых равна 1 доллар. Вот, например, Tether USDT. На данный момент это самый распространенный, самый популярный стейблкоин. На его примере мы и будем рассматривать практическое применение стейблкоинов. Чуть ниже стейблкоин USDC. Курс его, как видите, 0,99999. Не совсем 1 доллар, но можно сказать, что 1 доллар. Вы можете обратить внимание, что иногда курс стейблкоинов может отклоняться на 1% плюс, на 1% минус, то есть даже тот же Tether, может быть его курс 0,99 центов, а не 1 доллар, либо наоборот 1 доллар и 1 цент, или максимум там 2 цента. Вот эти микроколебания присутствуют. За стейблкоинами стоят различные технологические решения, которые пытаются нивелировать вот этот самый люфт, но все равно я его считаю допустимым и особо не мешающим использованию того же тезера при расчете курса 1 тезер 1 доллар. Поэтому не удивляйтесь, что вот, например, у стейблкоина USDC курс чуть меньше 1 доллара. К слову сказать, USDC — это стейблкоин криптобиржи Coinbase, которая очень и очень американская, подвержена приказам их правительства и уже наложили санкции на российские кошельки, кто использовал этот стейблкоин. В общем, никому с ней связываться не рекомендую. Чуть ниже мы видим стейблкоин BUSD, Binance USD, как можно догадаться, это стейблкоин криптобиржи Binance. И еще ниже мы видим Terra USD, UST. Это стейблкоин экосистемы Terra. Отсюда вопрос, какой же стейблкоин использовать? Банально тот, который наиболее распространен. В данном случае на текущий момент это Tether. Именно на его примере мы рассмотрим
как отправить стейблкоин, как получить стейблкоины, как рассчитывается комиссия. Мы будем рассматривать Tether, потому что он есть и у форекс-брокеров, и во всех обменниках, и на Binance он очень распространен. То есть, по сути, сейчас Tether — это цифровой аналог доллару США. Что может немного сбить с толку, это то, что того же Tether есть несколько видов. Но самые популярные, что вам стоит запомнить, это ERC-20 и TRC-20. ERC-20 — это Tether на основе эфириума, а TRC-20 — это Tether на основе трона. Очень легко запомнить. Первая буква E — это эфир, T — значит это трон. И таким образом мы подходим к тому, что у стейблкоина обязательно должна быть какая-то базовая валюта, на основе чего он может участвовать в транзакциях, так как стейблкоину необходима сеть, внутри которой он работает. Например, Tether на основе эфириума, ERC, эфириум, работает в сети эфириума. Tether на основе криптовалюты Tron работает в сети Tron. И таким образом мы переходим к криптокошелькам. Если ваш кошелек не мультивалютный, то, соответственно, какой кошелек нужно использовать для Tether на основе эфириума? Кошелек на основе эфириума. Какой кошелек нужно использовать для работы с Tether на основе Трона? Кошелек для криптовалюты Tron. Все вполне логично. Важный нюанс. Кошелек криптобиржи, например, Binance того же, лучше не использовать для отправки и приема стейблкоинов, например, от форекс-брокера, так как тот адрес, который вам предоставляет Binance, допустим, для пополнения, он действует ограниченное количество времени, может меняться, и условно, пока вам брокер переведет средства, они до вас не дойдут. И потом разбирайтесь с техподдержкой, что, где, как. В общем, не стоит. Лучше использовать отдельный кошелек, причем не в каком-то сервисе, а в виде отдельного приложения, так называемый холодный кошелек. Холодный кошелек, так называемый, в виде отдельного приложения, а не сервиса, предпочтительнее использовать, так как в сервисе каком-то вы не хозяин своим деньгам, и в любой момент сервис может решить, что, например, всех русских нужно забанить и отжать у них деньги, и вы потеряете свои средства. А на холодном кошельке такого не случится. Можно использовать приложение для ПК, можно использовать приложение для смартфона. А есть также физические кошельки, такие похожие на флешку фирмы Ledger. Есть также их аналоги фирмы Trezor, но сейчас их не возят в Россию. Но всегда при прочих равных условиях предпочтительнее именно холодный кошелек, а не какой-то сервис. Для работы с Tether на основе эфириума ERC-20 я использую кошелек MyEtherWallet, либо сокращенно MU. Его можно найти по адресу myetherwallet.com. Представлен в виде приложений для iOS и Android. И выглядит приложение внутри вот таким вот образом. Ну, на Android все очень и очень похоже. Когда вы создадите кошелек внутри, здесь создается по плюсику, у меня есть несколько счетов, но специально для этого видео я создал новый кошелек. И, как мы видим, здесь 000 ETH, то есть эфира нет, и нет токенов. Отсюда вопрос, где же нам взять-то эти самые стейблкоины? Очень и очень важный нюанс. Чтобы использовать стейблкоины, вам нужна базовая валюта, хоть немного, для того, чтобы оплачивать комиссии. Потому что если у вас есть кошелек с нулем эфира и нулем токенов стейблкоинов, и если я вам сейчас отправлю хоть $1 миллион в USDT, вы не сможете его никуда перевести, потому что у вас нету эфира, вам не за что заплатить несколько долларов комиссии. Поэтому прежде чем использовать стейблкоины, нам необходимо каким-то образом получить базовую валюту, в нашем случае эфир, на кошелек. Также важный нюанс, адрес кошелька, который мы можем найти, если нажмем кнопку «Получить», публичный адрес моего эфириум счета, вот этот вот длинный, 0x7e50 и так далее. Так вот, адрес кошелька один и тот же и для эфира, и для Tether. То есть, если вы хотите, чтобы брокер, обменник, ваш друг, кто угодно прислал вам эфир на вот этот вот адрес, вам нужен этот адрес. И если вы хотите, чтобы ваш брокер, опять же, обменник или друг прислал вам Tether на основе эфириума, вам тоже нужен этот же самый адрес.
Для аналогии можно представить почтовый адрес. На свой почтовый адрес вы можете получить письмо, вы можете получить посылку или, например, денежный перевод почтой. Точно так же и на один адрес кошелька вы можете получить как базовую валюту, в нашем примере это Ethereum, так и стейблкоин Tether ERC20 на основе эфириума. Но перво-наперво для оплаты комиссий нам нужен эфир. Где можно взять эфир? Купить в обменнике, запросить вывод у своего форекс-брокера в эфириуме, если он это поддерживает, либо купить на P2P площадке Binance. О том, как ею пользоваться и что это такое, я записал недавно видео, ссылка будет где-нибудь в углу. Я же для нашего примера просто отправил сам себе $100 в виде эфира на тестовый наш кошелек. И вот здесь видно эфириум 0.0356 и примерно $100 его стоимость сейчас составляет. Окей, эфир мы получили, базовую, так сказать, материю. Теперь нам нужен Tether ERC20. Именно на базе эфириума, не путайте. Tether на базе трона на эфириум кошелек закинуть нельзя. Непосредственно сам Tether ERC20 можно опять же тем же самым способом получить в обменнике, на бирже P2P Binance, либо заказать вывод у брокера. Также можно прямо внутри приложения обменять эфир на USDT, но тут сейчас какие-то адские комиссии, поэтому мы этот пример рассматривать не будем, так как на такую сумму это абсолютно неадекватно. Но вообще такая возможность есть. Чтобы получить Tether в вашем кошельке, вы нажимаете на кнопку «Получить» и все тот же самый адрес эфириум кошелька скопировать. Вставляете его, например, при выводе средств на бирже, на USDT, ERC20, у форекс-брокера, в обменнике и так далее. И когда вам пришлют Tether, то у вас на кошельке будет и эфир, и Tether. Вот другой мой кошелек. Здесь видно, что на нем находится эфира 0,309 на, грубо говоря, $800. И на нем также есть Tether на сумму, грубо говоря, $2000. С получением, я думаю, все понятно. Вначале вам нужно пополнить базовую валюту для оплаты комиссий, затем непосредственно заказать где-либо вывод, либо обмен USDT Tether ERC20. Не путайте с TRC в случае с эфириумом. Теперь о комиссиях. Это больная тема для Tether на основе эфириум сети. Почему? Потому что они действительно иногда бывают большими. Очень много шутеечек на эту тему можно встретить в сети, что вот хотел отправить $1000 ERC20 Tether и комиссия была $900. Ха-ха-ха. Только новички это читают эти шутеечки и думают, что действительно там что-то неадекватное. На самом деле, да, бывали комиссии в районе $60-70 за операцию, но сейчас таких комиссий я давно не видел, устаканилось, разрабатываются решения второго уровня для снижения этих комиссий. Комиссия сильно зависит от загруженности сети, а загруженность сети зависит от тренда, коррекции на рынке, от дня недели, времени суток и так далее и тому подобное. То есть комиссия может быть очень разная, но плюс в том, что комиссия не зависит от суммы. То есть, если комиссия условно $20 и вы отправляете $100, то это боль. А если комиссия $20 и вы отправляете $10 000, ну это вполне себе по-божески. Но на самом деле, опять же, в последнее время комиссия довольно-таки приемлемая. Комиссию можно найти в правом верхнем углу приложения MyEtherWallet. Отправка эфира. Вот в данный момент она стоит $2. Уже $1.80, только что поменялось, вы сами видите. Если вам не прям мега срочно нужно отправить эфир либо Tether, то вы можете немножко подождать, отправить по более низкой комиссии. Отправка токенов USDT Tether — это токен, то есть производная от основной
валюты. Так вот, отправка токенов сейчас стоит в зависимости от токена и скорости отправки от $7 до 14. Обмен токенов, вот тут вот цена неадекватная, поэтому мы с вами не меняли эфир на тезер, хотя теоретически это возможно. Если большая сумма, то комиссия не так сильно ощущается. Также не во всех криптокошельках можно посмотреть отдельно вот эту вот комиссию в данный момент. Она в любом случае будет видна при отправке эфира либо тезера. Давайте отправим тезер на практическом примере. Посмотрим, как это выглядит. Итак, нажимаем кнопку «Отправить». Недавние кошельки, но у вас будет пусто, если новый кошелек. Я вставляю адрес, куда мне нужно отправить тезер, и мне предлагают приложение выбрать, что я хочу отправить. Эфир либо тезер. Я выбираю тезер. Можно ввести сумму в USDT, либо в долларах. Ну, это одно и то же. Давайте введем в долларах. $600 мне нужно отправить. И ниже комиссия. Видите? $8 рекомендованная. Эконом подешевле. $6.39. И высокий приоритет у нас будет $8. И высочайший приоритет VIP тариф $10. Давайте попробуем отправить по самой, так сказать, доступной комиссии тариф эконом. Так, выбираем тариф эконом. И вот тут, кстати, подпись, обратите. Скорее всего, пройдет, если не будет всплеска активности. На экономном варианте с самой низкой комиссией может быть такое, что транзакция застрянет на час, два или даже сутки. Редко, но такое возможно. Но не бойтесь, если транзакция у вас зависла, вы сможете либо добавить комиссию, чтобы она прошла, либо вообще ее отменить. Давайте, вот, кстати, вы видите, что немножко прыгают, пока я вам это все объясняю, чуть-чуть меняется комиссия. Давайте в режиме эконом, вот уже $7, только что было 6, попробуем все-таки отправить. Выбираем, проверьте, все ли правильно. Проверьте адрес, да, окей. Проверьте сумму, да, окей. Все верно, отправляем. Ну, на iPhone Face ID, возможно, кодом, на Android там своя система подтверждения. Так, транзакция улетела, и вот она появилась у нас в списке последних транзакций, отправляется. И смотрите, у нас есть, так как мы выбрали эконом, она отправляется, ну, далеко не мгновенно, скорее всего, пройдет минут несколько. У нас есть кнопка «Ускорить», добавить комиссию, увеличить, либо отменить. Если нажать «Отменить», то деньги к вам вернутся, и все, пользователь, которому вы отправляли, ничего не получит. Если вы никуда не спешите, то при выборе эконом-комиссии самым разумным будет закрыть окно транзакции и заниматься другими делами. Потом у вас появится уведомление в приложении, что транзакция прошла. Примерно за 11 минут наша транзакция была отправлена. И заплатили мы за нее $7 комиссии. Ну, на мой взгляд, вполне себе терпимо. А что же с комиссиями у тезера на основе трона TRC20? Там все с комиссиями намного приятнее. Комиссия зачастую составляет несколько центов, причем, опять же, независимо от суммы, даже если вы отправляете там $10 тысяч, допустим. Но минус тезера на основе трона, что он менее распространен, и у тех же Форекс-брокеров представлен намного реже. Поэтому лично я чаще всего использую именно тезер на основе сети эфириума. Но давайте в качестве примера посмотрим, как это выглядит в тезере на основе трона, а именно отправка перевода. Ну и заодно посмотрим, какая сейчас будет комиссия. А также вы поймете, что кошельки могут быть разными, сети могут быть разными, но суть одна и та же. Все, что мы в этом видео рассматриваем, вполне применимо к любому стейблкоину. Курс стейблкоина стабилен, $1, он работает в какой-то сети, комиссия списывается с базовой валюты, комиссия не зависит от суммы, и для работы со стейблкоином вам нужен криптокошелек той сети, в которой он работает. Правила везде одинаковые для всех стейблкоинов. Так что же с троном? Для трона я использую кошелек TronLink, опять же в виде приложения на смартфоне. Заходим в приложение, и здесь все очень и очень похоже. У нас есть основная валюта Tron, вот у меня ее на $320, грубо говоря. И у нас есть тезер USDT. Видите, все выглядит точно так же. Кошельки, те же значки, и нам показывают, сколько у нас базовой валюты, сколько у нас непосредственно
тезера. Давайте отправим. Жмем кнопочку Send. Здесь нету, насколько я помню, русского языка. Ну, в принципе, все понятно. Везде принципы одни и те же во всех кошельках. Жмем Send. Sending аккаунт, ну, он у нас один. Receiving аккаунт, это аккаунт получателя. Вставляем аккаунт, куда нам нужно отправить. Кошельки для тезера на основе эфириума, адрес кошелька у тезера на основе эфириума и тезера на основе трона разные. Учтите, нельзя на один и тот же кошелек отправлять разные тезеры. Это разные сети. Все равно, что вы отправляете письмо в Россию или в США. Разница есть? Есть. Письмо с русским адресом получателя не дойдет в США никуда. Итак, вставляем адрес Tron кошелька в сети Tron, куда нам нужно отправить тезер на основе сети Tron. Выбираем, что мы хотим отправить. Tron, либо тезер. А вот, кстати, обратите внимание, мне прислали 10 тысяч какой-то фигни, 1000 какой-то фигни. Это есть не что иное, как спам. Вам могут приходить какие-то странного вида токены с загадочными названиями на сеть Ethereum, Tron. Ни в коем случае не переходите ни по каким их, не ищите, что это такое, не переходите по сайтам, не заполняйте никакие формы. Вас пытаются таким образом развести на деньги, получить доступ к вашему кошельку. Вам пообещают золотые горы, что сейчас вы вот там введете свою сид-фразу, например, и вам на кошелек зачислится 10 тысяч долларов. Ага, сейчас, да, естественно, это мошенничество, не ведитесь. И вот эти вот захламленные токены потом просто исчезают из вашего кошелька, поэтому не обращайте на них внимания. Вот сейчас у меня там якобы какие-то деньги на них есть, но на самом деле это откровенный лохотрон. Так, не обращаем на лохотронные токены внимания, выбираем USDT, вводим количество, мне нужно $500, и нажимаем кнопку Send, отправить. Вот в этом кошельке подтверждение по паролю. Причем пароль он даже не дает вставить, его нужно именно набрать вручную. Подтвердить. И вот у нас транзакция подтверждается. Все, транзакция подтверждена. Довольно-таки быстро. Давайте посмотрим, сколько мы заплатили комиссий. Мы заплатили 4,9 TRX. Курс TRX у нас сейчас 6 центов. Мы заплатили 4 TRX, то есть примерно 24 цента за транзакцию. Да, комиссии в сети Tron намного-намного меньше. Но и перспектив, к сожалению, у валюты Tron, на мой взгляд, сильно меньше, чем у эфириума. Возможно, поэтому тезер на основе эфириума намного более распространен. Но принципы, отправка, получение, то, что комиссия списывается с базовой валюты, я надеюсь, вы для себя уяснили, что они очень и очень похожи как в разных сетях, так и в разных кошельках. Разобравшись с одним кошельком и одной сетью, вы легко разберетесь и с другим кошельком, и с другой сетью. И напоследок, в свете текущих реалий, вопрос: могут ли заблокировать тезер для россиян? Ответ такой: теоретически могут, практически это очень и очень сложно и вряд ли произойдет без какого-то очень и очень сильного давления властей США. Поэтому для долгосрочного хранения денежных средств стейблкоины Tether я бы не рекомендовал, а именно для расчетов. Для ввода-вывода средств, допустим, от форекс-брокеров, для переводов в обменники, так как не нужно отслеживать, какой там курс у обменника. Да, Tether прекрасно подходит. Для долгосрочного хранения средств лучше использовать старый добрый биткоин, эфириум, либо какую-то другую валюту из топ-10 на CoinMarketCap. Ну а у меня на этом все. С вами был Павел. Если данное видео было вам полезным, не забудьте поставить лайк под этим видео и не путайте тезеры. ERC20 для сети Эфир, TRC20 для сети Tron. Всем пока.